Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, отношения и финансы. Венера и черная луна в соединении 28 июня. И надо сказать, что как раз окончание июня может быть достаточно турбулентным, именно потому что вот то самое соединение с Лилит или с черной луной, хотя нет такой во Вселенной планеты, которая бы называлась либо Лилит, либо черная луна. Это своего рода математический подсчет или дальняя точка орбиты Луны. Но, может быть, планета еще пока не открыта, постепенно мы все узнаем. Уже подмечено очень давно, что есть определенное влияние. И вот как раз во второй половине июня кармические темы выходят на авансцену. Что такое Лилит? Что такое черная луна? Это то, что скрыто. Это то, что мы какое-то время, может быть, утаивали или словно зрело внутри нас самих. А здесь может буквально выйти наружу. Или, может быть, сложится обстановка такая, когда человек, который тоже что-то думал, а тут он захочет выплеснуть свои эмоции. Это тот период, когда тайное, в принципе, становится явным. Те неразрешимые вопросы, которые, может быть, тянутся долгое время, теперь могут критически обостриться, а желание разобраться и словно сыграть последний аккорд, что-то завершить, может подтолкнуть к решительным действиям, поэтому будьте аккуратны, что-то мы не должны себе в чем-то, как минимум, навредить или помешать. И еще такой момент. Неожиданно не к месту могут появиться люди из прошлого и без того осложнить какую-то напряженную атмосферу. Такое тоже. Как бывшие могут появиться, как напомнить о себе и выяснять отношения. Может быть, бывает и такое. Или, например, или какие-то упреки нам там, вот что-то такое, да, все-таки человек, словно эмоции его выходят, рвутся наружу, и он их не может удержать. И здесь может быть самая, да любая ситуация. Это может быть и по работе, в отношениях, не только личная жизнь. Ведь надо еще и сказать, что руководители тоже люди или коллеги, да, и мы не знаем, что у человека происходит наверняка. И, может быть, он держится из последних сил, и здесь словно какой-то импульс может послужить, знаете, когда, ну, словно точка невозврата, как прорвало человека. То есть вот есть элемент того, что мы можем в чем-то не сдержаться. И также финансы выходят на первый план, потому что есть риск на волне эмоций на что-то согласиться, куда-то потратить или как-то неправильно распорядиться. Эмоциональный фон будет сам по себе, но так может, по крайней мере, зашкаливать. Поэтому на волне у эмоций не идем. Видим ситуацию. Я думаю, вам это не сложно, мои дорогие близнецы. Но мы можем оказаться в такой ситуации, когда нас люди окружают, которые не сумели себя где-то сдержать. Ну вот давайте мы посмотрим, что нам подскажут карты Таро. Будем реалистами, конечно, потому что ситуация может и не проиграться. Но рассмотрим альтернативные варианты развития событий. И в целом ситуацию, как видят карты. И две карты мы достанем. Одна у нас будет означать отношения. Любые отношения. Сейчас посмотрим, что нам остальные карты скажут. И финансы. Каковы могут быть неожиданности для вас? Первая сфера жизни и вторая по финансам. Каково продолжение может быть этой истории или чем закончится? Или перспективы наши? Как в отношениях, так и по финансам. И что нам помогает? Давайте будем смотреть. Итак, как видят по отношениям. Но какое-то важное решение. Может быть, вы получите долгожданную новость или какое-то известие. И знаете, это дела, работа, бизнес больше. И, видимо, где-то, может быть, и денежная пересекается сфера. Но вы тут на своей волне будете, мои дорогие близнецы, потому что есть то, что вы хотите, видимо, осуществить. Или, ну, есть у вас что-то в плане, наверное, наиболее значимое. Может быть, что-то, кстати, тянется из прошлого и может проиграться как раз в этот период. Или словно приблизить к развязке. Но это
Чаще всего карта шанса, карта возможностей, и значит, вы как будто готовы взять свою мечту или осуществить свое намерение. Вы будете, скорее всего, собраны, потому что вы умеете рационально мыслить, и в этом ваш несомненный плюс, особенно в тот период, когда захлестывают эмоции. Нет, тут есть что-то более важное, чтобы поддаваться этим самым эмоциям, тем более со знаком минус. Вам как будто не до этого. Вы перепрыгиваете через какую-то вот эту неопределенность и заняты просто, скорее всего, чем-то своим. Но и люди могут быть же, правда, по-разному реагирующие. Давайте неожиданности, еще один туз. А вы знаете, для вас какие-то возможности, правда? И у каждого по-своему. Не про любовь обе карты. Если у нас здесь дела, работа, бизнес, а здесь у нас документы, сообщения, письма, какая-то информация, решения какие-то, может быть, да, подписание каких-то документов, ну и деньги, безусловно. В неожиданности, как мы деньги можем получить, так и какой-то вопрос, правда, вы можете решить быстрее. Может быть, это связано как раз с тем, что кто-то эмоционально отреагирует в какой-то момент, а для вас это будет его величество шанс или счастливый случай, два туза. И для вас может проиграться как раз в плюс вот эта эмоциональная несдержанность кого-то, и ваша выдержка добавит вам как раз каких-то бонусов, и вот эта ситуация, человек хотел что-то, может быть, сделать одно, а реальность переворачивает как раз сделанное им в вашу пользу. Вот по-разному может проиграться, но, несомненно, для вас тут есть какие-то варианты для себя, что-то, как и деньги получить, так и решить какие-то вопросы. Но, видимо, это через отношения, ведь мы на отношения смотрим. И здесь любые отношения. Может быть, и отношения с бывшими, может быть, и с коллегами, может, с руководителями, может быть, и в личной жизни получение денег и решение каких-то вопросов или какая-то возможность сама по себе. Может быть, что-то, как, знаете, в обстоятельствах вокруг нас меняется, как закон или какой-то подзаконный акт, и мы теперь вместе можем что-то осуществить. Вот тысячи, может быть, вариантов. Давайте перспективы. Избавление от боли, от страданий. Вот все то, что я сказала, даже если что-то со значением минус, знаете, что для вас, мои дорогие близнецы, это все равно будет в плюс. Это карта старшего аркана, и она как раз говорит о том, что вы словно действительно перепрыгиваете в новую реальность. Вполне вероятно, в этот период вы что-то для себя сделаете очень доброе, хорошее, светлое. Вы словно распрощаетесь с какой-то прежней, может быть, разочаровывающей ситуации или затянувшейся ситуации, или то, что, может быть, вам досаждало. Так или иначе, как будто новый отсчет времени, ведь по карте старшего аркана страшный суд. Здесь Вселенная уравновешивает какие-то силы. Вот действительно, может быть, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот такое может проиграться. Или какое-то парадоксальное стечение ситуаций или не случайная случайность. Вот что-то такое для вас, мои дорогие, как раз когда вы сможете, знаете, вот вздохнуть спокойно, свободно и видеть в совершенно других красках, как мир, как свои перспективы, так и возможности. Прям, знаете, вот как воспрять духом, что нам помогает. У вас очень сильная позиция. Для кого-то это по карте император проигрывается высокие персоны, чиновники, да, верхняя ветка власти, буквально мы можем контактировать, решать какие-то вопросы, подписывать документы. Это может быть еще, у кого-то может проиграться со страшным судом, правда, реально какой-то суд, который, скорее всего, ну, как-то вы, может быть, и если не на 100%, но на определенный процент какой-то останетесь очень довольными тем, что этот вопрос раз и навсегда решился. И ведь это карта статуса, и для кого-то действительно судебное разбирательство, может быть, разводы, ведь мы смотрим отношения, и здесь что-то может завершиться вот-вот, и у вас изменится статус. Вы сами можете поменять статус, а для кого-то эти отношения или через отношения, мы говорим с руководством, вам предложат новую должность, новое какое-то видение своей карьеры. Это как мы можем удовлетворить свои какие-то честолюбивые планы, амбиции со знаком плюс, и это тоже
какую-то вашу позицию будет усиливать. Так или иначе, у вас совершенно, посмотрите, перезагрузка, и после старшего аркана «Страшный суд» у вас выпадает карта императора. Да это практически все в вашей власти. И для вас стечение обстоятельств как раз будет наиболее благоприятно, как и изменить, мы уже сказали, свою жизнь к лучшему, так как и поверить в собственные силы, так и принять какую-то реальность и так смело шагнуть вперед. Самое главное предвидеть на несколько шагов вперед, потому что рассчитывать мы должны на себя все же. В последующем, правда, нам помогает как раз наша какая-то сильная неуязвимая позиция и где-то умение предвидеть или гибко, может быть, подойти к какой-то ситуации, не разжигать конфликт, быть где-то дипломатом. Мы себе не должны навредить. Вот в этом значении примите эту карту. Нам помогает, когда мы уважаем как и закон, так и вот эти ступени иерархии. Это для нас все в плюс. Финансы. Ну, видимо, что-то надо переосмыслить, хотя вполне вероятно, что финансы-то будут, даже по верхнему ряду. Дела, работа, бизнес, финансы мы уже обговорили. Но перед тем, как тратить или на что-то соглашаться, буквально стоит что-то просчитать. Есть такое значение, когда мы складываем оружие, и вполне вероятно для вас, если вы обдумываете какие-то покупки или, может быть, что-то стоит на повестке дня по поводу финансов, какая-то крупная продажа или трата денег, или, ну, у каждого ведь здесь есть что-то свое. Тогда карта нам говорит, нет, не время. Нас вообще больше предлагают отдохнуть нам, уделить внимание самому себе. И есть по этой карте определенные задержки. Могут быть, видимо, в течение где-то с 26, может быть, по 3 или, ну, где-то начало июля, может быть, первые самые числа, где-то задержки с деньгами. Или мы даже получаем деньги, но тогда нужно все равно, как будто, может быть, с учетом тех событий или новостей, которые к вам придут, вам придется как-то поменять тактику в отношении финансов, и так тоже может проиграться. Но так или иначе, как будто нет наших действий, понимаете? Но, видимо, надо принять то, что есть, каковы неожиданности. Ну, не торопиться тратить точно. Посмотрите, колесо фортуны в этой колоде 50/50. Нам как будто может и повезти, но может сложиться такая ситуация, что мы буквально слили деньги, потратили совсем не в том направлении. Мудрец как будто не участвует в чем-то, проползает под колесом фортуны. И может быть для кого-то из вас как предложение: давай какой-то там проект мы с тобой начнем. И прямо вау, такой проект. Такие уже какие-то перспективы радужные, будьте внимательны. Может быть какая-то ловушка. Поэтому сами на себя рассчитываем. Мы должны, как этот мудрец, вовремя выйти из какого-то дела. Да, в неожиданностях нам говорят, что это может быть и что-то стоящее. Но мы, с одной стороны, по этой карте не разберемся, пока мы в этом не проучаствуем. Ну, наверное, начать участие можно, а вот так сказать, чтобы деньги достать из кармана и сказать «возьми», с учетом 4 мечей, но я точно не могу. Потому что пауза, нам говорят, на деньги. Все. Это означает, как и могут задержаться деньги, так и мы их не тратим. Буквально, вот как этот мудрец. Значит, у нас должен быть какой-то запасной аэродром, когда если мы увидели, нет, куда-то не в ту сторону дело идет, значит, мы отступаем полшага назад, выходим из игры. Тут ведь игра сама по себе может быть. И, кстати, в лотерее не участвуем, мои дорогие близнецы, как бы не хотелось. И каковы перспективы? А вот, видимо, посмотрите, карта бланка. Нет общего знаменателя, нет совета. У каждого будет своя какая-то история. И к этой истории будет свое продолжение. И вот все то, что я сейчас сказала. 50/50. То есть как будто мы можем быть даже вовлечены в какой-то вопрос. Или как-то так обстоятельства могут сложиться. Может быть, мы что-то ранее начали, а именно в этот период времени, где-то с 26, может быть, по 3 июля, плюс-минус пару дней, может как раз проясниться какая-то ситуация, и вы примете решение: я этим больше заниматься не хочу. Или я в этом больше участвовать точно не буду. И от того, как вы правильно распределите, выходить или продолжать, будет зависеть какая-то ваша перспектива. Что нам помогает?
деньги будут. Поэтому в лотерею точно не играем. Больше тут на сохранение. И нам помогает то, что когда мы, например, можем подумать или переключить зону своего внимания по части финансов, как улучшить свое жилье, например, да, или провести ремонт какой-то, как обустроить, сделать более комфортным, или какие-то семейные вопросы могут выйти на повестку дня, и что-то вы будете планировать наперед. Вот само по себе планирование с семьей, с близкими людьми. А если вы один или одна, ну, значит, тогда тоже просто держим какую-то сумму. Деньги как будто будут. Но кто знает, ведь в этот период, который по черной луне поднимает там, да, вот из глубин то, что мы не видим, это как какое-то зазеркалье. Тут могут сыграть на наших чувствах. Надо сказать, что в этот период могут и мошенники обостриться, словно тоже. Поэтому нас могут, ну, где-то мы на сохранение, самосохранение работаем и включаемся быстро, оценивая обстановку, но ведь нам могут подать какой-то проект как что-то очень значимое, перспективное. Поэтому и мошенничество бывает разное. Будьте внимательны, будьте бдительны. Одним словом, если мы все сохраняем и отдыхаем, как будто вот посмотрите, отдых и деньги, и все, и рулетка. А кто как будет играть, зависит от вас. В целом, как для вас? Карта мага. Много возможностей, мои дорогие. Поэтому не место эмоциям. Маг, он как раз умеет вообще отключить эмоции. Он знает, что все, что мы через эмоциональный фон пропускаем, нам осложняет жизнь. А столкнувшись с какой-то реальностью, нужно видеть, что есть по факту. Или столкнувшись с какой-то ситуацией, когда у кого-то эмоции зашкаливают, то прав тот, кто промолчит. И вот в этом где-то ваша сильная позиция. Безусловно, это карта манипулятора. И поэтому, если вы сохраните вот такие холодные энергии, вы что-то для себя сможете в плюс. Как решить, может быть, через отношения. Или, может быть, это по работе касается. Значит, тоже имеется какая-то возможность как договориться, так и сделать вот этот квантовый скачок и изменить свой статус, изменить качество жизни. Так и где-то остаться при своих деньгах и куда-то не потратить сумму, а вместо этого хорошо отдохнуть. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы.